Девы, привет! Это ваш расклад на июнь 2022 года. Что ждет Дев в июне? Я возьму 6 карт, и мы посмотрим, как будут складываться ваши отношения, ваша работа, в целом ваша жизнь. 6 карт затрагивают все сферы зодиакального круга, все сферы жизни человека, потому что это 6 осей гороскопа, либо 12 секторов знака зодиака. Итак, первая карта. Коса. Но здесь у вас могут быть какие-то ссоры, споры с вашим партнером, а также недопонимание с партнером по бизнесу, в работе, с какими-то близкими друзьями. Что это может быть? Сейчас мы дальше посмотрим. Здесь могут быть карты ребенок означать какие-то новые дела, связанные с работой и заработками. Конечно же, приятное общение. Так, а что это значит? Ну что, девы, вы такие очень будете острые на язычок и захотите, возможно, каких-то приключений в вашей жизни в июне. Но, конечно, будьте осторожны, потому что ваши какие-то интрижки, флирты и так далее могут привести к ссорам с вашими реальными партнерами. Хоть развода здесь я не вижу до такой степени, но не удивлюсь, если что-то, какая-то информация просочится. Итак, если вы замужем или женаты, да, и у вас может появиться какая-то женщина, мужчина, да, в общем, такое интимное, полуинтимное общение с кем-то, которое вы захотите скрыть, конечно, но по карте кости хочу сказать, что мы не знаем, как кости лягут, да, то есть как это в итоге обернется. Это может быть достоянием общественности, либо кто-то из друзей может быть что-то сказать, что, ну, что вызовет, что будет предано огласке. Вот этот человек, с которым вы можете флиртовать, или ваша дружба может быть больше, чем просто дружба, он может быть уже и среди тех, кого вы знаете, либо ваши друзья как-то случайно познакомят вас. Это может быть знакомство, как я уже сказала, и в интернете в том числе. Для кого-то, конечно, если вы, например, не имеете партнера, вот это случайное знакомство может в будущем перерасти даже в брак. И этот человек может оказаться впоследствии вашим партнером. Но начинаться все будет как-то совсем просто, так даже несколько, ну, я не знаю, вульгарно, что ли, может быть, в какой-то степени. И здесь вот карта семьи, да, выходит в 12 секторе. Много вариантов, конечно, здесь можно дать. Один из этих вариантов то, что у вас есть, возможно, какое-то представление о семье, о жизни консервативное, которое вы имеете еще от ваших родителей, там, предков, рода и так далее. И по карте кольцо тоже, да, вы хотите, чтобы отношения были очень, ну, официальными, зарегистрированными и так далее, но в реальной жизни вы как будто бы этого не делаете, по крайней мере в июне вы не будете себя так позиционировать. Вы как будто бы хотите одно, а представляете себя на общественности и на то, как вас видит противоположный пол, совсем по-другому. И вот это может вам мешать. То есть у вас могут не складываться из этого отношения, потому что, ну как могут сложиться отношения с человеком, который кажется несерьезным, недостаточно серьезным для того, чтобы создать с ним семью. Относительно работы, кстати, хочу сказать, что здесь вам могут помочь продвижению по работе, допустим, ваши родители, либо там партнер какой-то по браку, в том числе бывший тоже. Но у вас могут быть и новая работа, новые какие-то заработки. И вот эти заработки, если вы их правильно как-то заложите, да, в июне вы пойдете в правильном направлении, они могут быть расти, приносить вам в течение времени рост доходов. Здесь может быть это какие-то вложения или что-то в этом духе. Вот. Ну и по карте плетки, конечно, предупреждаю вас, что будьте осторожны, потому что одно неверное слово или какое-то острое, не знаю, сообщение там может вызвать ссору. Конечно, недолгую, но все-таки. Такой вот интересный расклад.
Будьте, кстати, ну, может быть, так сложится еще, что в июне у вас будет много общения с родственниками, может быть, вам придется ухаживать за кем-то из вашей семьи, как-то проводить время с родственниками, они попросят вас устроить какие-то их дела, да, потому что здесь у нас такие карты выходят. Но в целом месяц интересный. Но я вам уже сказала, да, в начале, что здесь может быть какие-то интриги, скандалы, расследования. Так, давайте возьмем карту из колоды Moonology, которая даст вам еще дополнительный совет о том, как прожить июнь. Так, это полная луна. Ну вот, опять все выходит относительно каких-то любовных интрижек. Да, возможно, что вы с кем-то общались на протяжении всего месяца, либо еще раньше, да, не в июне, и вот сейчас эта ситуация достигнет кульминационного момента, потому что это полная луна в знаке Весы. Знак Весы — это всегда о каких-то таких любовных мероприятиях, скажем так, и может быть, очень может быть, но что я могу сказать? Это хорошо, но будьте готовы к тому, что отношения могут быть очень такими как бы на пределе. Вам это, конечно, может быть нравится, да, но выдержите ли вы эту линию, не разругаетесь ли вы до конца, я не знаю. Вот. Хотя стоит присмотреться к человеку, если, например, вы даже, допустим, да, если перевернуть немножко ситуацию наоборот, и вы тот серьезный человек, который ищет серьезных отношений, а вам все время попадаются партнеры, которые только хотят флиртовать там и так далее, то, возможно, вам стоит присмотреться к одному из таких людей, потому что, может быть, это только маска, может быть, это кто-то, кого вы уже знаете. Ну вот такой расклад для вас, девы. Я надеюсь, он оказался для вас полезным. И до встречи на моих новых видео. Всем пока!